Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, Одноклассники и Контакт. И смотрим видео мастер-класс. Сегодня у меня такая весенняя тема. Декорирование. Декор для стола. Хотя вы знаете, я вот подумала, что вот эти колечки, которые мы с вами уже вязали, можно же и как украшение для штор, да, придумать. То есть вариантов много. Пишите комментарии, как вам идейка. Остатки пряжи белой, зеленой и красной. Любой другой. Бутончики можно связать любым другим цветом. Я думаю, это будет очень красиво. А сегодня предлагаю связать. Мы с вами колечки связали. Мастер-класс вышел 2 дня назад. Сегодня предлагаю связать вот такую красивую салфеточку. Можно связать больше, можно связать меньше. И уже декорировать, а может быть на подарочек, а может на собственный стол, такую красоту положить. Смотрим. Всем добрый день, вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас, смотрите, какая интересная работа. Вот такая салфеточка с розочками красивыми, яркая, интересная. Для этого нам потребуется хлопок. У меня пряжа Коко. И может быть успешная пихорка, остатки красной пряжи и остатки зеленой пряжи. Вязать совсем не сложно, а украсить наш стол, а может быть сделать подарочек кому-то можно очень легко. Для этого мы с вами набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо и набираем дальше 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик с одним накидом. Всего у нас будет 11 секторов. Вот у нас сейчас 1 столбик, 2, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. Что значит секторов? Это значит 11 столбиков у нас будет. Между ними 2 воздушные петельки. И мы начнем вязать. 1, 2. Я провязала 11 столбиков с одним накидом, и между ними 2 воздушные петельки. Соединительным столбиком соединяемся и вяжем дальше таким образом. 3 воздушные петли подъема — это столбик. Арочку из 2 воздушных петель вяжем 2 столбика. 1 столбик и 2. И воздушная петля. 1 и 2. Опять столбик в столбик вяжем. А воздушную арочку 2 столбика с одним накидом. И не забываем 2 воздушные петельки. Вяжем таким образом весь ряд. Столбик в столбик. 2 столбика в воздушную арочку. И 2 воздушные петли. 1, 2. И воздушные петельки. Присоединяемся. И вот теперь принцип вязания всей салфетки. Салфетку можно связать на любой размер. А принцип такой. Мы первый столбик, который вязали, мы теперь вязать не будем. Мы сразу переходим во второй. Вот он. Вяжем 1, 2, 3. Второй столбик тоже вяжем. И еще 2 столбика в арочку. Это у нас будет такая с вами подвижка салфетки. 2 воздушные петельки. Первый столбик мы не вяжем, а вяжем только второй. И мы в каждом рядочке будем делать точно так же. Провязывать все столбики, которые есть, только первый не вяжем. И 2 добавочных столбика. То есть у нас было с вами 3. А теперь будет 4. В следующем ряду мы опять не будем вязать 1 столбик. Будем вязать 3 и еще 2 добавочных, которые у нас будут всегда. 2 воздушные петельки. Первый не вяжем, вяжем второй. И за счет вот такого принципа вязания мы получаем салфетку. Сейчас вам покажу.
мою большую салфетку. За счет вот этого принципа набрали петельки, провязали 3 столбика, потом первый не провязываем, вяжем второй, третий и еще 2 столбика. В следующем ряду первый не провязываем, вот первый столбик, прям видно, мы не провязываем, вяжем 1, 2, 3 и 2 добавочных. В следующем ряду опять первый не провязываем, провязываем все, которые есть, и плюс 2 добавочных. И за счет вот такого простого вязания у нас получается такой красивый узор салфетки. Вяжем на ту длину, высоту, которую, на тот объем, на который вы хотите связать. Попробуем, да? Я провязала салфетку. Размер. Самое главное, какой должен быть размер, чтобы дальше у нас все цветочки гармонично влились в узор. Нужно, чтобы у нас делились наши столбики на 9. Почему на 9? На 3. 1, 2, 3. Мы будем розочку вязать в это место, через 3 столбика, через 3, через 3. У меня их 9. А если будет большая салфеточка, допустим, вот как я вязала, да, большую, то здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, уже 15 столбиков. То есть размер салфетки может быть абсолютно любой, большой, маленький, это не важно. Одну салфеточку можно связать под большую тарелочку, несколько маленьких можно связать под блюдечки, под мелкие тарелочки, для того, чтобы было все красиво и гармонично. То есть мы вяжем, увеличивая в каждом ряду, вот добавляя 2 столбика и не довязывая 1. Вот принцип работы. И 2 воздушные петельки связали, 1 столбик не довязали, вяжем, вяжем, вяжем в арочку 2 столбика. То есть все, что я в самом начале объясняла, все так и есть. Теперь берем зеленую ниточку, как лепесточки, привязываем еще разочек и в любое вот это наше окошечко, воздушную арочку привязываем. 1, 2, 3 и еще 2 столбика с общей вершиной, 2 воздушные петельки. В это же место 1, 2. Вот, получились у нас такие листочки. 1 воздушная петля. 3 пропускаем столбика и опять вяжем. 2 столбика, 2 воздушные, 1, 2. Воздушная петля между лепесточками. И наша задача провязать весь ряд в лепесточках, чтобы потом связать розочки. 2 воздушные между листочками, воздушная петля, и в арочку тоже. Это у меня такая ниточка, такой принт зеленый, зеленый, белый. Вот. Весь ряд вяжем таким образом, а потом розочки. Довязываем наши листочки. Воздушную петельку сделали. Соединяем с самым началом вязания и зеленую нитку отрезаем. Теперь у нас осталась одна задача, самая красивая: связать розочки красным, а может быть любым другим цветом, который вы хотите. Может быть желтым захотите или фиолетовым, это будет очень красиво. Розочки вяжем таким образом. В центр лепестков привязали ниточку и вяжем 1, 2, 3. Это первый столбик. И еще 6, 2. Столбик с одним накидом. 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. Узор попкорн. То есть мы в первый столбик петельку от последнего вкалываем и вяжем пико. 1, 2, 3, 4. В
в центр, вот в центр. Соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. В центр нашей розочки. И с обратной стороны есть пустое место, которое вы соединяете. 1, 2, 3, 4. И опять соединяем. 3 раза провязали, воздушную петельку сделали, здесь потуже делаем. И между лепесточками столбик без накида. Воздушная петля. В следующий лепесточек, центр, вяжем то же самое. У нас получается вот такая замечательная розочка. Симпатичная, красивая. И наша задача все это обвязать, чтобы получить вот такую красоту. Провязываем все наши розы таким же способом. 7 столбиков узором попкорн превращаем в бутон. 7 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. В самый первый столбик вводим петельку с последнего и закрепили, объединили. И теперь наша задача провязать 3 раза пико. 1, 2, 3, 4 в центр нашего цветочка, бутончика. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И получаем красивую розочку, бутончик. Вяжем до конца ряда. Такая красота получилась. Все-таки вот эти вот розочки, да, вот эти бутончики, они создают очень красивый вид. Я связала ее чуть поменьше и связала чуть побольше. То есть принцип вязания одинаковый. Можно вот так сложить. Двухслойная салфеточка будет красивая. Можно в один слой сложить. Тут уже дело ваше. Но мне очень понравилась идея. Я решила с вами поделиться. Создать весеннее настроение. Как вам кажется, мне удалось? Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Это на самом деле важно для меня, чтобы вы досмотрели ролик. И уже только потом начинали вязать, потому что очень часто пишут комментарии, не досмотрели, и начинаются вопросы. А когда человек досматривает, то уже и вопросов меньше. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!